Привет, друзья, с вами Лада, и в этом видео я очень подробно покажу, как сделать вот такую загибку на корзине из бумажных трубочек. У меня уже есть видео на канале с подобной загибкой, здесь его можно посмотреть, но в этом варианте я решила немного изменить окончание этой загибки. Мы с вами такую загибку уже делали на пасхальной корзиночке, на прямой трансляции, также здесь можно посмотреть эти видео, но по многочисленным просьбам я снимаю отдельное видео по этой загибке. Так что, если вам эта тема интересна, то я приглашаю вас к просмотру. И не забывайте подписываться на канал, будет очень много всего интересного, и нажимайте на колокольчик, тогда точно ничего не пропустите. И перед началом работы хочу сказать пару слов. Загибку сегодня буду показывать на моем станке для загибок, очень подробно я о нем рассказывала вот в этом видео. Стоечки у меня в этот раз двойные, разных цветов, для того, чтобы было удобнее показывать и не запутаться, что там зачем следует. Стоечки я перед работой очень хорошо увлажнила простой водой из пульверизатора и дала им немного отдохнуть, так, чтобы лишняя влага испарилась и они уже готовы к работе. То есть они на ощупь не холодные, а немного прохладные. Это говорит о том, что в принципе ими уже можно плести без ущерба для них. Итак, первый этап. Мы заводим наши двойные стоечки друг за дружку. Нам понадобится с вами остаток какой-либо ненужной трубочки, чтобы занять место. Итак, с этой двойной стоечки мы с вами начинаем работу. Заводим за следующую пару вот таким вот образом. И продолжаем это делать. И так до конца. Там, где мы с вами место заняли, сюда у нас будет прятаться последняя наша пара стоек. Для того, чтобы у нас не было заломов на стойках при загибке, лучше, конечно, трубочки делать более плотные, то есть крутить на меньшего диаметра спицу. У меня трубочки скручены на спицу 1 мм, они получаются достаточно плотные и лишний раз не сминаются. Ну и, конечно, лишний раз их не надо трогать, то есть вот вы вот так вот укладываете, большим пальчиком я помогаю это делать. Так. Они вот так вот ложатся. И следующая пара. Ну и, конечно, они у вас должны быть очень хорошо подготовлены. То есть, если, например, вы их обрабатываете способом лак, вода, фен, то тоже их нужно хорошо подготовить для этих целей. Я таким способом не обрабатываю, я обрабатываю просто увлажняя водой или водой с бальзамом. Вот в этом видео я очень подробно показывала то, как я это делаю. И в принципе меня пока результат устраивает. Главное не переборщить с увлажнением, но тут нужно чувствовать. То есть если вы очень сильно увлажняете стойки, то дайте им отдохнуть, дайте им пару минут для того, чтобы лишняя влага испарилась. И потом начинайте работу. Вот таким вот образом я каждую пару укладываю. Можно в стойке для загибки вставлять леску. Тогда вы можете делать загибку, даже не боясь о том, что будут какие-либо заломы. Леску тогда берите того диаметра, на которую крутили спицу. То есть если у вас спица 1,5 мм, у вас леска должна быть тоже 1,5 мм. Но это в идеале. В принципе, леска хорошо вставляется. Можно 1,4 мм взять. Так, мы уже подходим к концу. Предпоследнюю пару заводим. И последнюю пару. Здесь, посмотрите, залом небольшой произошел. Я могу его исправить, немного увлажнив это место. Так, вот. Ушел залом. В принципе, я так всегда делаю, пока довольна результатами. Ну и последнюю пару мы с вами прячем вот сюда, где мы с вами занимали место. Я немножечко освобождаю вот эту вот пару, вынимаю трубочку. Здесь, в принципе, ничего такого сложного нет. Единственное, что нужно, конечно,
понимать принцип самой загибки, да, что зачем следует. И тогда сложности не возникает. Смотрите, здесь какая ситуация. Я должна вот сюда продеть вот эту пару, и в месте, где она у меня будет загибаться, я делаю вот такой надлом пальчиками, немножечко проминаю по всей длине вот эти мои трубочки и продеваю вот сюда, в это место. Сначала одну трубочку, потом вторую трубочку. Подправляю в этом месте все. Так. И первый этап нашей загибки готов. Сейчас мы приступаем ко второму этапу. И сейчас мы начинаем заводить пары стоек друг за дружку наверх. Здесь нам также поможет вот эта трубочка ненужная. Я занимаю место, беру первую пару и завожу за следующую и поднимаю наверх. Вот таким вот образом. И так по всему периметру нашей корзиночки. Очень-очень аккуратненько, плавненько заводим. Так. Надеюсь, что все-таки что-то видно. Здесь пока никаких премудростей нет. Вот так вот друг за дружку наверх и оставляем. И приступаем к следующей паре. Здесь еще хочу отметить такую вещь, что если у вас расстояние между стойками очень большое, то и заломы будут появляться, если у вас в трубочках не вставлена проволока. Чтобы заломов было меньше, то делайте расстояние между стоечками поменьше. Где-то 1,5 сантиметра – это самый оптимальный вариант. Но это как по мне, как по моим наблюдениям. Конечно, это все с практикой приходит. Если вы больше будете плести, а вы начинаете подмечать все больше вот таких нюансов, и уже какие-то выводы для себя будете делать. Так, ну вот я все-таки надеюсь, что что-то видно и понятно, что я показываю, потому что трубочки мешают немного. Так, и последнее. Мы с вами вот эту пару должны завести под эту, где у нас с вами трубочка, помните, была. Сейчас нужно с этим быть очень-очень аккуратными. Я сначала первую трубочку завожу, то есть это синюю, немного вот так вот проминаю по всей длине, вытаскиваю эту трубочку и сюда вставляю стойку. И следующую. Так, ну вот так вот у нас с вами получилось. Стойки у нас сейчас смотрят наверх. И приступаем к последнему этапу.
Итак, стоечки мы сейчас будем уже прятать, но так как у нас здесь двойные стойки, то будем их прятать по отдельности в разные места. Начинаем вот с этой пары. Здесь у нас трубочки разных цветов. Я беру вот эту голубую трубочку. Если у вас однотонные трубочки, то берите верхнюю. И завожу эту трубочку голубую в то место, откуда исходит вот эта вот пара. Следующая пара. Для удобства я немножечко расширяю это место ножничками. И сюда убираю вот эту голубую трубочку, чтобы она легко убиралась у меня. И опять же было минимально, без заломов. Я вот в этом месте, где она должна у нас согнуться, немного пальчиком ее сгибаю и прячу в это место, откуда исходит парочка следующая. Вот таким вот образом. А вот эту розовую я прячу туда, где у нас вторая пара. Вот сюда, вот в это место. Вот эту вот розовую беру. Здесь главное не запутаться в порядке. В том порядке, в котором у нас трубочки эти прячутся. Но, в принципе, ничего страшного, если вы, например, перепутаете порядок и начнете делать по-другому, по-своему, тоже отлично. Но запоминайте порядок, как вы делаете, потому что от этого как раз-таки и получается аккуратность. Итак, далее берем следующая пара, вот она у нас. Одна трубочка у нас прячется вот сюда. Вот, то есть у нас одна пара здесь, другая здесь, одна трубочка сюда прячется. Это голубая. То есть я ее прячу рядом с розовой трубочкой. Вот таким вот образом. Спрятали, она ложится рядом с розовой трубочкой. А розовую трубочку из этой пары я прячу туда, за вторую пару, вот в это место. И таким образом у нас будут следующие манипуляции. Каждая голубая трубочка прячется рядом с розовой, то есть все равно у нас получается принцип не изменился. Мы с вами одну трубочку прячем туда, где первая вот эта пара выходит, да, следующая, а розовую прячем, где вторая пара выходит. Так, давайте еще раз. Каждая голубая у нас будет прятаться к розовой. Так. А каждая розовая у нас будет прятаться через одну пару ко второй, получается, вот к этой вот. Так, вот таким вот образом у нас все получается, вот такая косичка получается. Здесь главное не запутаться, еще раз показываю, потому как какой-то такой у меня сложный принцип получился. Вот у нас две пары, вот одна пара, вот вторая следующая. Голубую мы прячем как раз вот к этой следующей, но получается она у нас уже к розовой идет трубочке, вот сюда вот. Так, а розовую, вот эту оставшуюся, мы прячем через одну пару. Раз пара здесь у нас и два следующие, вот сюда. Если плохо прячется, вот так вот ножничками или спицей можно расширить это расстояние, это место, и сюда ее
запрятать. Вот что получается. Делаем так дальше. Итак, главное здесь понять принцип, еще раз показываю, потому что я боюсь, что как-то не очень это понятно у меня выходит. Итак, у нас есть пары вот этих вот стоек. Разделяем пару, берем синюю и заводим ее за следующую вот сюда внутрь. Но получается, что уже к розовой трубочке она идет. А розовую трубочку мы заводим за ту пару, которая у нас через одну. То есть вот одна и вот вторая вот сюда вот. Специально показываю это место очень-очень медленно и подробно. И не вырезаю никакие моменты, чтобы было более-менее понятно. Вот она у нас за вторую пару сюда внутрь прячется. Вот так вот. Сюда же заводим синюю трубочку. Когда у вас трубочки разнотонные, разноцветные в смысле, вам, конечно, легче этот рисунок понять. Если у вас одноцветные трубочки, то будет немножечко сложнее. Но здесь самое главное понимать принцип и не путать трубочки. Если у вас одноцветные, ничего страшного в этом нет. Главное не путать. Вот они у вас первая верхняя, нижняя, да, вот мы верхнюю берем сюда, а нижнюю за следующую. Тогда они у вас будут красиво ложиться и, в принципе, рисунок вот этой вот косички, он сохранится. Так, я чувствую, что у меня трубочки уже начали подсыхать. В этом случае я сейчас вам покажу, что делаю. Хотя много раз показывала. Я просто их сбрызгиваю из пульверизатора. Немножечко подожду. Видите, они пятнистые. Но сейчас я их не трогаю. И вот когда они на ощупь, кстати, холодные. И когда вот холодность вот эта пройдет, пятнистость пройдет, тогда я их уже буду использовать. Ну вот здесь, в принципе, они начинают высыхать. Они, в принципе, у меня быстро высыхают. Квартира очень такая теплая, сухая, поэтому таким вот образом эту за следующую. Вот у меня идет одна, вторая, и вот сюда во вторую. Вот что получается, а вот здесь у нас вот эти вот кончики остаются, и мы их там же и обрезаем внутри. Но это уже попозже я покажу, когда всю загибку сделаю. Еще раз показываю принцип, чтобы уж прям вообще было все понятно. Так, вот эти вот наши пары. Разделяем первую пару, синюю берем и вот за эту следующую внутрь. Получается к розовой трубочке.
так вот. А эту розовую через одну. Вот у нас одна пара и вот вторая. Через одну вот сюда вот. Я вот так вот пальчиком сгибаю это место. В том месте трубочку сгибаю, в каком она будет прятаться у меня. Это для того, чтобы было меньше заломов в более видных местах. То есть вот она у нас прячется сюда. Таким образом, у меня здесь практически нет залома, потому что я ее заломала вот в том месте, и в этом месте я ее практически не трогала. Вот здесь у меня трубочки еще влажные, я подожду, как я это поняла, они холодные-холодные. Они холодные, и когда вот сильно их трогаешь, они начинают махриться. Вот я их немножечко дам им отдохнуть, чуть-чуть, лишняя влага испарится, и продолжу делать загибку. Мы дошли с вами до конца практически. Здесь вот такой вот нюанс. Вот это наша первая пара, с которой все начиналось. Здесь по уму надо было дополнительную трубочку вот сюда вставить, занять место. Но, в принципе, если вы это место помните, то можно этого и не делать. И если место у вас это можно расширить, то тоже можно, в принципе, об этом не беспокоиться. Еще раз говорю, это наша первая пара, с которой начинался уже последний этап загибки. Здесь у нас осталось вот что. Розовая трубочка от предпоследней пары и последняя пара. Сейчас мы трубочки эти будем убирать. Итак, розовую трубочку я завожу именно в это место, где у нас с вами начало нашего этапа было, где у нас ножнички. Вот сюда вот. То есть мы отсюда голубую уже сюда завели, а розовая это пошла у нас за вторую нашу двойную стоечку. Дальше голубую мы вставляем к розовой, вот сюда вот. То есть у нас голубые все шли к розовым. И здесь то же самое. Так, спрятали. А эту розовую, которая осталась у нас, мы с вами ее прячем вот к этой голубой. На первый взгляд, как будто бы она у нас здесь будет лишняя, но на самом деле это не так. Вот наша голубая, и мы ее прячем именно к ней. Так, вот она у нас идет сюда, в это место, ложится. И здесь у нас, получается, была здесь одна голубая и стала уже двойная, голубая и розовая. Таким образом, наша загибка готова. Везде у нас двойные остались вот эти вот кончики. Мы нигде ничего не перепутали, что самое главное. Подтягиваем, где нужно, наши трубочки. Я немного ножницами помогаю выпрямить какие-то места, заломы, если они есть. Так, по всему периметру. Здесь самое главное еще это начало нашей загибки, чтобы оно было ровным и
не выпирала. Вот это тоже нужно очень хорошо обращать внимание на это, замечать этот момент. Так, ну вроде бы наша загибка готова. Сейчас мы начинаем обрезать вот эти вот концы. Здесь ничего такого сложного нет. Концы у нас хорошо вообще прячутся, эти трубочки, поэтому мы их обрезаем прямо под ноль. Можно вообще прямо под самой загибкой их обрезать и вот таким образом закрыть. Вот. Давайте еще раз покажу. Прямо можно так, под загибкой их обрезать. Сложно делать это на камеру, но все-таки стараюсь. И вот прям закрываются они прямо под загибкой, их не видно. И также можно не бояться, что они выпрыгнут, потому что вот в этих местах они очень хорошо зафиксированы. Здесь все плотненько, и они очень хорошо в своих местах сидят. В завершении я покрыла загибку лаком, чтобы показать, как она в конечном итоге смотрится на изделии. Очень объемная и красивая загибка получилась именно с таким окончанием. Вообще, хочу сказать, не бойтесь экспериментировать с загибками, всегда получаются разные интересные варианты, и даже самую простую загибку можно очень интересно обыграть. Если вам понравилось это видео и вариант окончания этой загибки, обязательно ставьте большие пальчики вверх. Будут вопросы, пишите в комментариях, не стесняйтесь, я на все отвечу и с удовольствием с вами пообщаюсь. Желаю всем легкого плетения, вдохновения и увидимся очень скоро в следующих видео и трансляциях. Пока-пока!